Стой, стой! Дальше не иди. Слушай, я просто есть хочу. Да, и можем у тебя позавтракать, ну, не только. Не-не, нельзя. Мама дома. Да? Ну, хотя бы это. Давай. Оля! 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 Чёртова дверь. Что тут у вас? Зиновий Викентьевич наконец-то узнал, что задняя дверь заклинивает. Я решительно протестую. Знаете ли, как будущий заведующий нашего бюро, я должен сидеть на переднем сиденье. Зиновий Викентьевич, а разве вы не знали, что все руководители всегда по технике безопасности ездят исключительно на заднем сидении? Вдруг снайпер или что-то? Какой к черту снайпер? Ну, мало ли какой. Мы не можем вами рисковать, Зиновий Викентьевич. Вы меня за идиота держите? Значит так, с завтрашнего дня я буду ездить только на переднем сиденье. Это всем понятно? Слушаюсь. Можно морковку? Нельзя, это мой завтрак. Тут все рассчитано. Так, лучше аккуратно, давай руку. Спасибо, я сама. Руку лучше вон подайте будущему заведующему бюро. Зиновий Викентьевич, давайте руку. Вы Инге Викторовне помогаете. Я, знаете ли, все-таки мужчина. Да. Знаете ли, я и не с таких гор спускался. Это мой завтрак был. А я предлагал. Кстати, и обед, и ужин. Документов при нем нет. Время смерти знаешь? Ну, судя по степени окоченения мышц глазного яблока, смерть наступила часов 6-8 назад. Что происходит? Инга Викторовна, простите, вы вчера пили? Ну, значит, пьян труп. Это Трезинье, дорогой французский коньяк. Мне мама на юбилей дарила. Балует вас мама. Ага, на юбилей. Странно. Бомб и Трезинье. При ощупывании костей голени и бедер наблюдается их ненормальная подвижность. Отсутствует обувь на правой ноге. Установлен перелом обоих бедер. Так, Да. Мы оттуда вот так вот шли. Нет, это сейчас. позвольте, объект номер 3.
Правая кроссовка находится в 43 сантиметрах от левой ноги трупа. Спасибо. В теменной области пальпаторно определяется вдавленный оскольчатый перелом свода черепа. Ладно, ребят, не буду мешать, пойду я прошу следить. Идите. Здрасте, ребят. Капитан Гончар, вы обнаружили труп? Да, я. Вы знали погибшего? Нет. Откуда мы? Ну, мало ли. Скажите, а когда вы его нашли? Ну, часа 2 назад. Мы с дискотеки возвращались из соседнего села. Вот. А вы труп не перемещали? Ничего там не трогали? Нам даже подойти было страшно. Так, значит, вы шли из Дубровки в Сосновку. Нет, из Сосновки в Дубровку, не наоборот. Знаете, тут почти 8 километров. Вам не страшно гулять по ночам? Страшно, конечно. Но откуда у студентов деньги на такси? Да и тут никогда ничего такого не бывало. Правда же, Паш? То есть до ближайшего населенного пункта 8 километров? Ты бегаешь по утрам? Да. Ну, не каждый день. Где? На стадионе возле школы, там все бегают. А здесь бегает кто-то? По мосту, во враге? Да не, вроде никто. Что там? Я утром видела на мосту очень странного бегуна. Хотя, может, показалось. Интуиции надо доверять. Действительно. Алло, привет, Марк. Поужинаем сегодня? Может, только поел. Ростик, кровь на алкоголь и токсины. Он был пьян? Не факт. Хотя в желудке алкоголя много. Причину смерти установили? Да, скольчатый перелом свода черепа. Но здесь странность. Вот эти переломы бедренных костей со смещением, видишь? Ну, я видел. Инга, он упал с моста и переломал себе все о камни. Вот эти переломы характерны для так называемой бамперной травмы. То есть его сбила машина? Прямой удар бампером. Причем бампер находился высоко над землей. Не понял. То есть его сбила машина, и он от удара упал с моста? Нет, скорость была небольшая. Так, Что там? Двусторонний перелом носа со смещением. Но интересно не это. Ростик, иди сюда. Да. Смотри. Ворсинка? А как она застряла в носу? Погибший вдохнул ее незадолго до смерти. А поскольку нос был сломан и в носу была кровь, она прилипла. Ольга Викторовна, Да. результат экспертизы крови на алкоголь. Всего 1,5 промилле. Да, у него очень быстро кровь свернулась. Спасибо. А я думал, сворачивается у всех. Если количество алкоголя в крови высокое, то кровь еще очень долго после смерти находится в жидком состоянии. Так, значит, я была права. Вот, а это анализ ворсинки из носа. Это синтетическое волокно
Типа карпет. Карпет. Да, им его обычно оббивают в багажнике автомобиля. Я пойду, да. Да-да. Все-таки ведь я не понимаю, какая тебе разница, кто дает деньги на эту книгу. Степ, ты знаешь, я до сих пор прийти в себя не могу. Мне, как в издательстве сказали, кто мой спонсор, и у меня в глазах потемнело. Грановский Марк Андреевич. И причем он тихо это сделал. Они говорить не хотели. Ну, ты знаешь, как я допрашивать умею. Да, конечно, знаю. Но с другой стороны, Марк тебе не чужой. Не чужой. Не чужой. Хотя лучше бы тебе он на что-то путное деньги дал. Не чужой. Сколько Инга из-за него слез пролила. Ой, да ладно. Все это уже дела давно минувших дней. Забудь. Твоя Инга и думать забыла о своем бывшем. Вот. Тем более я не могу деньги у него брать. В общем, я так понимаю, что на сухую мы с этим вопросом не разберемся. Так что давай. Степа, давай я тебе почитаю. Ну, не обижайся. Давай вначале за дружбу. А? Кофе? Нет, нет, благодарю. Как всегда. Нормально. Он хотел тело поджечь. Ты его запомнила? Блин, синяк будет. Я видела его на мосту, он следил за нами. Надо еще раз осмотреть место, где мы нашли труп. Вызывай всех. Да, Марк. Слушай, я опоздаю минут на 40. Всех зови. Да, давай. Ты откуда взялась? А я знала, что найду тебя здесь. Это же любимый ресторан Инги, правда? Что тебе нужно? Не надо. Марк, нам нужно поговорить. Мы, по-моему, уже обо всем поговорили. Ты ждешь Ингу, да? Это тебе не касается. Ну почему же? Марк, с ней у вас ничего не будет. Ну, даже если так, то тебе какое дело? Не очень большое дело. Ведь мы с тобой могли бы. А нет, мы с тобой бы не могли. А если я ей все о нас расскажу?
Ты хочешь войны, да? Будет тебе война. Инга, а почему ты снова не в настроении? Неудачный ужин, да? Так, упал он здесь. Ясно. Я наша неизвестная жертва. Я иду по мосту и пью коньяк из бутылки. А что именно из бутылки? Потому что у него в желудке не меньше бутылки коньяка, а в крови алкоголя нет вообще. А это означает, что пил он незадолго до смерти, за несколько минут. Но бутылку-то мы не нашли. Потому что плохо искали. Может быть. Так, я иду, темно, меня не видно, сзади подъезжает машина с высоким бампером. Но удар был нанесен сбоку, в бедра. Но мы знаем, что причина смерти – это перелом свода черепа. И упал он на голову. Ну, значит, его сбросил тот, кто его сбил. Заказное? Да не похоже. Судя по одежде, он точно не являлся представителем элиты, и о пропаже никто не заявлял. Но коньяк-то в нем был дорогой. И вообще, что мы ищем? А ищем мы любую мелочь, что-нибудь, за что может зацепиться взгляд. Что-нибудь такое, чего не должно было быть на мосту. Нашла. Что это? Не трогай. А это что-то, судя по всему, что потерял наш неизвестный гость. Жаль, что мы его не задержали. Сравнительный анализ образцов почвы, взятый с обуви, с жертвы и с места ее обнаружения, говорит о том, что это совершенно разные почвы. Почвенный материал, обнаруженный на подошве обуви жертвы, очень насыщен гумусом с нейтральной реакцией. Зиновий Викентьевич, да, чуть поближе к делу. Да, конечно. Степан Степанович, вот здесь на карте я указал районы, почва которых подходит под вышеуказанную характеристику. Отлично. Вы посмотрите, да. Все, совещание закончено. Что так смотрим? На нового директора бюро будете такими глазами смотреть. А я уйду на пенсию. Все свободны. Итак, ни в Дубровке, ни в Сосновке местные жители не опознали погибшего. Это значит, что он живет
Теоретически вот здесь. Дачный кооператив «Дружба». Так поехали. Да, сейчас позвоню в правление кооператива, узнаю точно, где он жил. Давай, я тебя на улицу жду. Да, давай. Лодка, трактор. Мужчина, вам кто нужен? Здрасте. Здрасте. Капитан Олег Гончар. А можно я буду назвать вас просто Олег, капитан Гончар? Да, пожалуйста. Вас как зовут? Мария. Но можно просто Маша. Очень приятно. Инга. Вам знаком Глущенко Николай Петрович? Да, Коля, это мой сосед. Когда вы видели его в последний раз? Позавчера в 23:20. 23:20. А откуда такая точность? А он у меня время спрашивал. Очень спешил на последнюю электричку. А во что он был одет? Серая кофта, синие спортивные штаны и черные кроссовки. Штаны, черные кроссовки. Какие-нибудь вещи при нем были? Да. Корзина была с помидорами. Знаете, у него такие особенные помидоры желтые. Постоянно прошу его поделиться рассадой. А он не дает, жадина. А он, наверное, был того, да? Нет, Коля не пьет. Вы что, врачи ему запретили алкоголь. Инга, у тебя есть какие-нибудь вопросы там? Нет. А давайте я вам покажу дорогу, по которой Коля спешил на электричку. Давайте. Боже, туда надо ехать, а я не накрашенная. Вы нарисуйте. Я так плохо рисую. Давайте я проведу вас. Давайте. Да, поехали. Это Инга Викторовна, судмедэксперт. Хорошо. Вот, уже приехали. Ну что, идем? Да. Инга, ты это меня одного не бросай, ладно? Ну ладно. Если вот так перебегаем, потом через лес и прямо к станции. Чего себе? Вы вот так вот переходите тут? Страшно, правда? Они здесь так гоняют, даже не притормаживает. Ну что, пойдем? Ну что, иди. Сюда. Ну вот, это тропинка к станции. Ну что, пойдем? Да. А вот здесь осторожно. И вот здесь, кстати, тоже. Мария? Да? А вы что-то говорили про желтый помидор? Это Колины помидоры. А его что, обокрали? А вот отсюда лучше сейчас спуститься. Это, возможно, место преступления. Преступление? Какого преступления? Какого преступления? Ростислав, какая переменчивая нынче погода, да? Зря я послушал маму, шапку надел. Здесь нет ничего. Как-то нет. Вы, Ростислав, ищите, расширяйте круг поиска. Это называется профессионализм, между прочим. Ничего, Зиновий Викторович, придете ко мне анализы делать. Олег. Маша, что вы здесь делаете? Выйдите за ограждение, пожалуйста. Да, конечно. Нашел! Ну да. Второй помидор? Нет, вот! Несите мне. Вот. Это Трезинье. Это дорогой французский коньяк. Мне мама дарила на юбилей. Там еще что-то блестит. Посмотрите. Коллеги, я нашел важную улику. Будьте здесь. Здесь кровь.
ленту поднимайте, когда я прохожу. Так, ну, учитывая, что мы знаем его рост, можно определить ширину шага. Так, умножить на 4. 80 сантиметров. Ростик! Да. Иди сюда. Ростислав, иди сюда. Ростик, ты должен будешь идти так, чтобы твой шаг составлял 80 сантиметров. Олег, Маша, да. дело в том, что вам придется вернуться домой. Боже, Олег, с вами хоть на край света. Дело в том, что не со мной, а с моим коллегой Ростиславом Валентиновичем Зайцевым. Да. С Зайцевым? Да, с Зайцевым. В общем, Ростик, ты должен будешь идти так, как будто ты спешишь на поезд. Ага, и возьми еще ящик с помидорами. Так, Инга, и засеки время обязательно. Ростислав Владимирович, Витальевич, какая разница? Пошли. Пока. Слава богу. Так, а он шаг-то замерил? Ростислав, шаг замерил? Да, ровно 80. Да, замерил. Олег Анатольевич, А, идите сюда, кое-что покажу. Вот это следы крови. И следы заканчиваются вот здесь. труп загрузили в багажник. А в багажнике он дышал. Он вдохнул ворсинку с обивки. Я не понимаю, почему нельзя было вызвать скорую? Он же был жив. Ну, видимо, кому-то было что скрывать. Олег Анатольевич, 17 минут 24 секунды. А? Понятно. Здравствуйте, Кинги Вилкас. О, Степан Степанович, здравствуйте. О, это что еще за клумба? Я Кинги. Это ты. А я нет. А как нет? На выезде. А, Если хочешь, я, может, букет оставить пока у меня. Вернется, передам. да, буду очень благодарен. Возьмите. Не жалко столько денег на цветы переводить. Но для любимой женщины ничего не жалко. Побежал я. До свидания. Попалась. Ну вы же там, да? Да, смотрите на меня? Эй, ау, давайте, спрашивайте. Это кто? Жанна Соболева, 33 года, официально не трудоустроена. Где ты ее нашел? Пробил по базе номер ее машины. Инга, давай поиграем. Плохой, хороший коп. Я плохой. А я даже не коп. Поиграешь в копа. Может, объясните, что здесь происходит? Сидеть. Сидеть будешь говорить своей собаке, понятно? Так, присядьте, пожалуйста. Так-то лучше. Здравствуйте.
Садитесь, пожалуйста, просто немного поговорим. Знакомо это место? Иногда езжу по этой дороге. 3 дня назад по этой дороге в период с 11:30 вечера до 12 ночи ездили? Не помню. Не помните? Ну, может, ездила. У меня со школы еще память плохая. Угу. А вот эта бутылочка вам знакома? Не знакома. Я вообще-то не пью. Кто это? Что вы мне подсовываете? Что вообще от меня надо? Вы нервничаете так. Давайте я расскажу все, как было. В 23:33 вы заехали на АЗС. Заправились и лихо поехали на своей машине с высоким бампером. А вот на этой дороге сбиваете человека. Глущенко Николай Петрович, 46 лет, который спешил домой, чтобы покормить кошку. И если бы вы завезли его в больницу сразу, он остался бы жив. А вы бы отделались легким испугом. Почему поступили иначе? Я ничего говорить не буду. Жанна, вы понимаете, тут такая история. Вы совершили маленькую ошибку. Вы выбросили бутылку. На бутылке ваши отпечатки. Давайте я сейчас приглашу нашего эксперта-криминалиста. Он снимет пальчики у вас, сравним. А давайте. Позовем вашего криминалиста. Нет там моих отпечатков, понятно? И вообще, у меня через 40 минут маникюр. А вы тут со своими вопросами. До свидания. Так, Жанна, вернитесь на место. Вы задержаны. Пожалуйста. Что значит задержан? И позвоните своему мастеру и перенесите маникюр лет так на 15. Вы с ума сошли? Да что вы себе позволяете? Неа. Здесь не сходится что-то. Да что опять? Все сходится. Глущенко вышел с дачи в 23:20. Примерно в 23:40 он уже был на дороге. Все. Смотри, во-первых, такие, как она, с мест преступления обычно сбегают. А в том, что сделано с Глущенко, чувствуется четкий и продуманный план. Во-вторых, она не могла бы самостоятельно погрузить в багажник тело. В-третьих, в прозекторской на меня напала. Ну вот точно, не девчонка. Ну, значит, был кто-то еще. Друг, любовник. Сейчас закончит осмотр багажника ее машины, я тебе все скажу. А вот это пойду перепроверю. Так все хорошо заканчивалось. Здравствуйте, Степан Степанович. И вам не хворать, Роберт Адольфович. Вы опять к нам с проверкой? Не совсем. Приехал, так сказать, посмотреть на свое новое рабочее место. Это в каком смысле? В прямом смысле. Я выиграл конкурс на замещение вакантной должности заведующего бюро. Это, конечно, инсайдерская информация. Документы еще не подписаны, но уже все решено. Ясно? Так что можете собирать свои вещички. Ну, когда их собирать, это я сам решу. Уже собирать надо. Ясно? А это на помойку. Серьезное государственное учреждение, а развели здесь черт знает что. Ну ничего, ничего. Я все исправлю. Ясно?
поменять. Володя, ты меня слышишь? Мы сегодня пьем за все хорошее. Будет? Будет. Давай. Давай. Я извиняюсь. Шо? Капитан Гончар, у вас трезинье есть? Что, простите? Я говорю, коньяк такой, трезинье называется. Что вы, это дорого. У нас тут в основном дачники отовариваются, им такое не по карману. Водку берут, пиво. А где, по-вашему, могут продавать такой коньяк? Ну, разве что в магазинчике возле коттеджного городка. Там люди побогаче могут себе позволить. Угу. А где этот городок? А по трассе, первый поворот направо. Спасибо. До свидания. До свидания. Я могу вам чем-то помочь? Ну, вы хозяин? Да. Капитан Гончар, мне нужны видеозаписи с камер наблюдения за последние 3 дня. Ну, хорошо, пройдемте. Да, видите? Проходите. Да, спасибо. Что за черт? Видеорегистратора нет. Этот тип куда-то пропал. Какой тип? Ну, он сказал, что у него плохо с сердцем. Я привел его сюда в подсобку, дал ему воды. Вы о ком? Ну, он наш постоянный клиент. Он всегда дорогой французский коньяк берет. Так. Вам знаком этот человек? Да, это он, любитель трезинье. Как раз 3 дня назад бутылку купил. Наслышана о славном задержании. Кто он? Игорь Борисович Гринев, любовник красотки Жанны. На видео не видно, потому что стекла тонированные, но с Жанной был именно он. Соображали они быстро, так как ночь, но на трассе мог кто-то появиться, машина там. Загрузили тело в багажник, залили в него коньяк, и хозяин магазина уже дал против него показания. Но это странно, они же по сути ничего не нарушали. Машина ехала с допустимой скоростью, а Глущенко перебегал дорогу в неположенном месте. Ну, началось бы разбирательство. Гринев женат и на условно-досрочно. Ах, вот оно что. Да. Не хотел светиться. А что с экспертизой машины? Все чисто. Бампер не поврежден, и в багажнике следов крови нет. Хорошо почистили. Черт. Но ворсинка, которую я нашла в носу у Глущенко, это ворсинка с обивочной ткани типа карпет, который обит багажник Жанны. Но на удошника твоего у меня все равно ничего нет. Ну, кроме отпечатков пальцев, а это не преступление. Предоставь это мне. Он никуда не денется от меня. Больно! Рука ведь! Ублюдок! Синяки мне оставишь. В нос погибшего попала ворсинка типа карпет. Ну, типа как у вас в багажнике машины. Это серьезная улика.
А знаете, откуда я все это знаю? Ваш любовник прямо сейчас, без зазрения совести, дает показания против вас. Этого не может быть. Эта вещичка вам знакома? Где вы это взяли? На мосту. Он рассказал, как вы нашли заброшенный мост и сбросили с него тело. Вот козел, это же он. Это он меня заставил, я ничего не делала. А вот он сказал, что вы все сделали сами. И его пальчики на бутылке сами по себе ничего не доказывают. Что мне нужно делать? Писать чистосердечно. И тогда основную вину возьмет на себя ваш дружок. Хорошо, я согласна. Давайте. Давайте бумагу, я все напишу, все расскажу вам про этого козла. А чистосердечное вместе или раздельно пишется? Ну, не будем ей мешать. Слушай, ты скучно допрос провел? Ничего не докажешь, начальник. Да-да, заводи его, устроим ему мощную ставку. Алло? Какой букет? Какой букет? Как? Инга, В театр? Ну, давай, можно в театр. Но я свободна вечером, да. Марк. А что дают?